Так, всем привет. Давно не снимал никаких роликов, потому что вот такая вот проблема, которая на экране. Это мой правый... нет, левый джойстик. Видите, что вперед он вообще, то есть, не двигается. Он глючит, и движение в игре вообще практически, дискомфортно. Вот. А последнее время вообще там практически вперед двигаться нереально. Вот. Калибруй, не калибруй, тут ничего не получится. Вот. Что правый, что левый джойстик, короче, трындец. Полный трындец. В ютубе есть много роликов, в основном на английском. А я тут решил так позаписывать свой такой ремонт джойстиков. Видео длинное, в принципе, смотреть его до конца, наверное, никто не будет. Здесь такой более-менее подробный гайд по тому, как разобрать, чего как делать. Доказательное видео, что было все хреново. Это уже правый джойстик. Вот у него в основном было в бок дергался. То есть поворот был такой затруднен, там через раз поворачиваться можно было. Вот. Все это решается просто. Нужно купить на Алиэкспрессе вот такая вот штука. Где-то будет ссылка в описании, если понадобится. И еще один момент, чтобы открутить эти все винтики, нужна звездочка Т5 размером. Ее нужно тоже приобрести, если ее нету. Есть в наборах для ремонта телефонов. Еще у меня есть шпатель такой медицинский. Давно у меня валялся. Он тоже очень удобен. Здесь эта часть вообще просто приклеена. Так что ее смело берем и отковыриваем со всех сторон, по чуть-чуть, чтобы не сломать. Да, тут ничего такого интересного в принципе нету. Клей, который тоже можно потом убрать, или какой-то двусторонний скотч еще наклеить. Тут куча винтов. Все эти винты нужно будет открутить. Так, стик вынимается, просто применяем небольшое усилие, и чпок, и он должен сняться. Не совсем просто из-за кольца это делать удобно. Вот так вот. И откручиваем Т5 звездочкой, все откручиваем. Я поначалу не все открутил, и поэтому мучился, не мог разобрать. Все это на видео будет видно. Так, все раскрутили. Теперь нужно снять верхнюю часть кольца. Здесь есть фиксаторы, которые отщелкивают. Опа, видите? Все, теперь это все будет сниматься. Хотя, конечно, на видео тут видно, что не все открутил. Здесь есть болтик вот справа. Вот он, винтик, который надо было открутить. Я не показывал, как я мучился, но все же. Все, его откручиваем, и это кольцо снимается легко. Тоже там вот это, видели, беленькое, это был типа двусторонний скотч какой-то, такой клейкая субстанция. Так, еще откручиваем винтики, которые отличаются от других винтиков, они длинные. Так, я его поначалу не открутил. Попробовал разобрать, но разобрать не так-то просто. Надо все-таки откручивать все винтики. Опять-таки повторяюсь. А здесь есть такой черненький, он отличный от всех. Вот, чтобы не забыть, откуда их выкрутили, можно взять маркер и пометить.
Вот так, тут был черненький. И все, вот мы в следующий раз будем знать, куда его закручивать. Вот. И выкручиваем второй необычный винтик, который отличается от всех. Вот он такой длинненький. Ну и тоже берем маркер и помечаем. А то мало ли потом перепутаем или забудем, попутаем право-слева. Так как я дислексик, я могу такое замутить. Так, что дальше? Дальше его нужно... вот сейчас я стрелками покажу, как правильно вытягивать. Вот ту правую часть вниз, левую вверх. Ну, оно почти так работает. Если честно, то это геморройно все открывается. Инженеры тут постарались, все так плотненько, все так четко вставляется, вообще просто интересно разбирать на самом деле. Так, здесь важный сейчас момент будет, который я на левом джойстике немножко пропустил этот момент. Надо отсоединить шлейф, который находится вот здесь, вот. Тут уже я как бы отсоединил и делаю вид, что я как бы отсоединяю. Но вот этот шлейф надо отсоединить. Вот. Он у меня отсоединился сам. Вот так вот. Ну, ничего не пострадало. Так, хоть шлейф и отсоединился, все равно так снимается все не совсем удобно, потому что все очень плотно, все очень интересно сделано. Вот, разобрали мы эту часть. Так, сейчас нам нужно залезть, или не залезть, а снять эту площадку. Ну так, что это я тут фигней страдаю. Да. Что-то я хотел сделать и зацепился. Ну ничего страшного. Все, разобрали. Ну, если честно, это еще не все, потому что левая часть джойстика, она еще разбирается на две части. Шлейф мы соединили. Там разъемчик шлейфа. Вот он наша запчасть, которую нужно взять и поменять, которая оказалась, ее хватило, ну, на 2 года почти. Так. Шлейф, да, тут я не открыл. Вот это шлейф самого этого джойстика, стика нашего. Тоже его аккуратненько вынули. Что дальше? Дальше откручиваем саму плату. Здесь у нас 3 винта, походу. Нет, 4, да. И 2 из них находятся очень неудобно. Они находятся прям под курком. И туда залезть очень-очень неудобно. Так. То есть один вот как-то так под курком я открутил, а второй вообще так получается все равно под углом. Очень-очень неудобно. Все, открутили. И да, тут проводочки все натянуто, вставляется все очень плотненько. Ну, мне как бы удивило, насколько все так круто сделано. Так вот мы, короче, вынули этот стик. Это всего лишь пластмассина и чуть-чуть железяки. Ну, сейчас мы посмотрим, что там внутри и что там могло сломаться. Вроде как где-то есть гайд, как можно там почистить что-то и сделать так, чтобы он по новой работал. Ну, по мне кажется, это, ну, в современных некоторых как бы изделиях, устройствах просто сделано все так, что там ты, ну, ничего уже не восстановишь. Если оно сломалось, то оно сломалось. Ну, все равно посмотрим. Так, отковыриваем. Так, это пружинка какая-то. Так, что же там внутри? Так.
почти все отковыряли. И смотрим, там внутри корпус железяка, плата, пружинка и сам стик. Так, что тут интересно? Вот это вот сама как бы плата управления. Вот здесь в центре такая вот есть штучка, которая еще и нажимается. Все. Ничего там нету. Что-то можно починить, и я даже не в курсе. Просто нужно тупо менять. Так, все это в мусор. И вот новенькие, черненькие, какие-то типа якобы оригинальные. Не знаю, подойдут и не подойдут, будут ли работать вообще. Красивые. В пакетике. Так. Я думаю, право-лево по барабану. Вроде как все работает. Выглядит симпатично. Так, ну что ж, вставляем. Так, подходит ли? Ну, вроде такое же. Все подходит. Так. Но вот эта вот пружинка все-таки надо со старого снимать и вставлять на новый, потому что в новом комплекте такой пружинки нет. Вот. Не. Ну, и она, в принципе, там почти никак и не фиксируется. Почти. Там чуть-чуть есть такие заусенчики по краям. Так, еще одна из проблем — это вставить эту плату, потому что там кнопки, они, их тоже надо когда попасть, там все это, чтобы совместилось, это очень геморройно, поэтому пришлось много раз поправлять кнопки, вставлять этот курок, стик. Но в итоге, как бы все вроде всталось. Так, все нажимается, отлично. Нет, не нажимается. Все. Быстрая сборка. Вернее, вкручивание винтов. Потому что в сборке тоже куча геморроя. И он впереди, весь этот геморрой. Так, шлейф вставили. Вставляется он не очень. Лучше вставлять, когда вставляете сам курок. Вот на дальше видео я уже не буду там комментировать следующий джойстик. Так, что здесь у нас? Здесь у нас куча геморроя, потому что все это, вот, кнопки нажимаются, стик все двигается, все круто. Вот это вот кнопка, кстати, которая меню в приложении или так, она стала более утопленной. Почему, не знаю. Это как-то так получилось. Как-то так. И здесь начинается как бы самый гемор. Гемор оказывается в том, что все настолько плотненько, и как бы разобрать не просто, а собрать как бы еще чуть сложнее. И вот я выяснил, что джойстик состоит еще из двух частей. То есть лучше на самом деле взять его полностью разобрать. То есть тогда будет собирать немножко легче. Вот сама рукоять состоит из 3 частей. Раз, два, три. Да. И начинаем все это собирать поэтапно. Вот эту внутреннюю часть вставляем. Все это тоже опять-таки геморно. Очень геморно. Очень. Да. Вот. Мои нервы страдали. Я не супер профессионал в ремонте всяких гаджетов, но иногда этим занимаюсь. Ну, когда есть в этом выгода, или ты понимаешь, что куда-то отдать джойстик в ремонт, ты отдашь больше денег, это во-первых, а во-вторых, как бы, ну, интересно иногда и самому что-нибудь отремонтировать. Вот, мы вставили эту хрень-варень. Сам стик стоит недорого. Единственное, что пока я был в командировке, я его заказал, с командировки приехал, и он приехал. И все, можно сказать, сразу же все починил.
Все вставляется просто шлейф и защелкивается вот этой штучкой. Надо ее просто опа и засунуть внутрь. Все, зафиксировалось. Отлично. Не, супер. Так, дальше. Дальше я попробую вот эту хрень снять, потому что да, она скорее всего следующая. Вот опять так все тут вроде как входит, но где-то что-то не защелкивается. Может сейчас защелкнется. Это просто реальный гемор. Ну, защелкнулось. Вот так вот. Вот. Вроде как и не так сложно. Ну, я просто некоторые видео удалил, где долго думал, куда что вставляется. Так, вроде все двигается. Стики, вернее, грипп работает, курок вроде работает. Так, вот эту часть теперь ставим. Вот она вроде как опа. А тут она, ага. Что-то. Опа. Защелкнулось. Все работает. Собирается, в принципе, даже, наверное, и проще. Так, все работает. Все нажимается. Так, закинем кольцо. Ну, хорошо, что в Quest 3 колец не будет. Это будет прикольно. Кольца на самом деле вещь прикольная, потому что для трекинга они нужны. Я не знаю, как будет реализовано в Quest 3, но чего-то люди придумали. Не думаю, что там будут тоже инфракрасные трекеры внутри джойстика самого. Они будут как бы легко перекрываться, и ты немножко взял по-другому джойстик. Там, наверное, есть какая-то другая фича, как они отслеживаются. Может, там внутри какой-то пространственный датчик, не знаю, ну что-то такое. Или может это из-за... Если там есть датчик глубины в самом квесте, может он как-то так будет отслеживать положение рук, и благодаря отслеживанию положения рук он будет как-то ориентироваться на джойстик. Это вполне возможно. Ну, немного времени осталось, скоро будет Quest 3. Посмотрим, чего там, как там работает. Так, закручиваются все винты, вспоминаем, что мы отметили маркером, тоже туда запихиваем все, что нужно, все завинчиваем и вставляем вот эту черную хрень. Все, джойстик собран. Отлично. Переходим ко второму. Второе, не знаю, наверное, даже озвучивать не буду. Вот, сами разберетесь, если нужно. Это как бы повторение мать учения. То есть чуть-чуть зеркальные процессы на самом деле. А вот я столкнулся с тем, что я немножко кольцо не в ту сторону снимал, на этом потерял очень много времени. Ну да ладно. Короче, разбираем, собираем.
Итак, короче, все. Второй джойстик мы отремонтировали, закручиваем последние винтики. Кто дотерпел до этого момента, вот опять я озвучиваю свое видео. Так, закручиваем 3 винтика. Вот еще и 4-й засунем. Так, вставляем батарейки. Заметьте, как я вставил батарейку. Правильно вставил. Все, нажимается, все круто. Теперь заметьте, как я вставил здесь батарейку. Неправильно вставил батарейку. Ну, всякое бывает. Я думаю, это не только у дислексиков бывает. Ну да ладно. Так, все нажимается. Все, пойдем тестить. Так, и что мы сделаем? Так. О, вроде все двигается. Джойстики работают, что уже хорошо. Да, и батарейку я тоже уже поставил, как по правильному. Так, все. Так, сейчас найдем настроечки, где эти джойстики у нас настраиваются. Так. Это у нас... Так. Не все так просто, оказывается. Вот, контроллеры, да. Так, где-то там в конце... Ух, как оно все джойстиками крутится, вертится. Отлично. Так. Левый джойстик. Смотрим, момент истины. О, да, идеально. Все просто идеально. Вот так вот. В течение, где-то минут 30 можно починить джойстики. Ну, конечно, надо заказать заблаговременно. Заблаговременно заказать сами доноры новые. Все, левый джойстик супер. Все, вот еще раз. Опа. Все работает, все хорошо, все красиво. Так, что-то тут написано. Ну да ладно. Так, калибровать. Зачем калибровать? Да там все норм. Так, и посмотрим правый джойстик. Тоже все идеально, все работает. Ну, не знаю, насколько хватит этих джойстиков, и будет ли у меня дальше этот квест 2. Может, я его отдам кому-нибудь, не знаю. Потому что, как появится третий квест, не вижу в нем необходимости. Все, всем пока, ставьте лайки, смотрите и комментируйте, что я делал неправильно, может, что-то можно делать побыстрее. Пока-пока.